Сегодня утром радиотелескоп зафиксировал короткий сигнал. Узкополосный, мощный, стабильный. Казалось бы, то, что мы ищем. Но, как и прежде, ни кода, ни повторений, ни смысла. Массер? Возможно. Природа умеет симулировать разум. Такие сигналы уже были от водорода в межзвездных облаках. Мы надеялись, но каждый раз естественное объяснение. Это не разочарование. Это подтверждение. Если мы и не одни, то другие также осторожны. Человек в космосе не герой, а биологический объект под наблюдением. Микрогравитация нарушает обмен веществ, иммунитет, кальциевый баланс. На станции все подчинено медицине и выживанию. Мы не покорители, а туристы во враждебной среде. Но именно это величайший эксперимент. Как долго мы продержимся вне дома? Существует гипотеза «темный лес». Как в ночном лесу ты не кричишь «я здесь», потому что не знаешь, кто слушает. Может, друг, а может, хищник. Космос, как этот лес. Никто не говорит. Все слушают. Все боятся быть замеченными. Мы передаем сигналы. Но, может быть, нельзя говорить первыми? С Земли стартовал очередной микрозонд Starshot. Масса 1 грамм. Парус 3 метра. Материал – почти идеальное зеркало. Мощный лазер разгоняет его до 20% от скорости света. Через 20 лет он пролетит мимо Альфы Центавра, сфотографирует, отправит сигнал и исчезнет. Он не вернется. Никогда. Но, может, однажды мы получим его сигнал с кадром планеты. Или чего-то большего. Сегодня обсуждали астероиды. В 2013-м челябинский болид 16 метров вошел в атмосферу со скоростью 19 километров в секунду. Вспышка ярче Солнца. Волна – разбитые окна в сотнях километров. А если будет 10 километров? Глобальная катастрофа. Пыль в атмосферу, затемнение, гибель растений, голод. Именно так исчезли динозавры 65 миллионов лет назад. Мы отслеживаем крупные астероиды. Почти все известны, но меньшие – миллионы. Падение неизбежно. Вопрос только – когда? Может ли что-то сбить Землю с орбиты? В теории – да. Если мимо пройдет звезда с массой, как у Солнца. Но вероятность ничтожна. Жизнь на Земле – 3,5–4 миллиарда лет. Орбита была стабильной все это время. Значит, и дальше останется. А вот если врежется объект размером с Марс, как, возможно, случилось в молодости Земли, то часть материи будет выброшена, и из нее сформируется Луна. Так гласят реальные симуляции. Гибели планеты не будет, но жизнь на поверхности сметет. Многие представляют биосферу как нечто живописное: тигры в джунглях, птицы в небе, деревья, колышущиеся на ветру. Но это лишь тонкая пленка на поверхности. Настоящая, древняя и стойкая жизнь скрыта глубоко под ногами. В земной коре на глубине до 4 километров существует микробиосфера. Там, в темноте, под давлением, без света и кислорода, живут микробы. Они питаются минералами, водородом, следами химических реакций. Их биомасса больше, чем у всех наземных и морских организмов вместе взятых. Если поверхность Земли будет уничтожена в огне, ядерной зиме или астероидном ударе, жизнь не исчезнет. Она замрет внизу, безмолвная, невидимая, медленная. Но именно там она переживет катастрофу. И, возможно, спустя миллионы лет вновь пробьется наружу. Начнет все заново. Без нас. Луна влияет на нас больше, чем мы думаем. 2 раза в сутки
Земля поднимается и опускается на 20 сантиметров. Это приливная деформация. Океаны реагируют сильнее. Отливы, приливы, сверхзвуковые волны, накатывающие на берег. Лунный свет помогает животным охотиться и ориентироваться. А вот ретроградный Меркурий не влияет. Это просто оптический эффект. Земля обгоняет другие планеты на орбите, и кажется, будто они движутся назад. Никакой магии, просто механика. Иногда люди смешивают реальную науку и фантастику. Теория струн предполагает многомерный мир, но все дополнительные измерения компактные, сжатые, как толщина нитки, не миры духов, а математические объекты в уравнениях. Все, что выходит за пределы 3 измерений, в нашем мире не проявлено и не имеет никакого отношения к астрологии, тонким материям и псевдонауке. Фильм «Интерстеллар» стал первым художественным произведением, где черная дыра была рассчитана, а не нарисована от руки. Кип Торн, физик, просчитал, как свет искривляется вокруг горизонта событий. Именно это изображение спустя несколько лет подтвердили реальные наблюдения телескопов Event Horizon. Свечение, которое мы видим, это аккреционный диск, горячий газ, падающий в дыру. Он светится в рентгене и оптике. Саму дыру мы не видим, но по искажению света вокруг знаем, что она там. Теория Эйнштейна говорит, черная дыра сжимается до нуля, сингулярности. Но в природе нет бесконечностей. Это знак, что наша теория не работает в этих условиях. Мы пока не можем объединить квантовую механику и гравитацию. Их уравнения несовместимы. И пока это так, внутри черной дыры все остается тайной. Сегодняшний сигнал повторился. Тот же спектр, та же длительность, через 31 суток, с той же координаты. Это уже не случайность. Это, возможно, попытка общения. Он все еще без информации. Просто импульс. Но, может, они говорят в другой логике, в другой шкале времени. Или просто боялись, как и мы. Может, никто никогда не ответит. Может, никто не услышит. Может, даже никого и нет. Но мы все равно передаем, потому что смысл не в том, чтобы услышали, а в том, чтобы сказать.